Как вы думаете, может быть, все-таки возможная оккупация русскими Чеченской Республики принесет меньше крови, если вы скажете, что сопротивляться не надо, а надо принять эту оккупацию? Вот это уж извините, я скажу, драться до последнего чеченца. – 26 років минуло після вбивства Джохара Дудаєва. Його слова зараз актуальні як ніколи, а народ досі воює проти Росії. Тепер пліч-опліч з українцями. У цьому відео я зустрівся із лідером Ічкерії у вигнанні Ахмедом Закаєвим. Він пройшов 2 чеченські війни, отримав поранення і був поруч, коли Джохар Дудаєв записував своє легендарне інтерв'ю. А зараз він продовжує його справу. Попри те, що усіх попередніх лідерів Чечні Росія вбила. Друзі, не забудьте вподобати це відео, підпишіться прямо зараз, тому що наша ціль – це 300 тисяч підписників. І підтримуйте якісний український контент, який ми намагаємося робити. В 1999 взрывы домов в Москве и Волгодонске Путин стал президентом. И он заявил о том, что он будет мочить всех чеченцев, кавказцев в сортире. Это не был взрыв, это было учение, там был сахар. 5 наших президентов погибли в этой войне. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией. Чечня нужна была для того, чтобы завоевать снова Украину. Ви подавали, по факту, документ на отримання репарацій – 170 мільярдів доларів. За один день Путин платит Кадырову 1 миллиард рублей. И опять Дон, во все Дон, микрофоны Дон. Я так розумію, попри все, Кадиров все одно боїться. Я чув інформацію, що він там позабирав людей мисливську зброю, арбалети. Он ночью не мог спать. Он боялся. Он реально боялся ночью ложиться спать. Мы были обречены тогда на поражение. Разница в войнах. Вы просто обречены на победу. Только конституционный строй после вывода российских войск и уже сами чеченцы определять свою судьбу. Каким образом они видят себя на переходный период на послевоенный переходный период, кто будет проводить выборы. Это чисто внутричеченская проблема. У 1845 році Тарас Шевченко написав поему «Кавказ». Це було дуже давно. Ваша країна століттями воює проти Російської імперії. Наша так само. Зараз ви в інтерв'ю часто говорите про те, що Росія ось-ось зникне. Чому ви думаєте, які передумови і чи от реально ми доживемо до такого періоду, коли Росія розпадеться? Я уверен в том, что мы уже стали свидетелями распада России, Российской империи. Той страны, которую мы знали до начала российской агрессии в Украину, 24 февраля 22 год, той страны, по моему глубокому убеждению, этой страны больше не будет на карте мира. Именно потому, что она представляет угрозу не только Украине и Чечне, Кавказу и соседним государствам. Эта страна продемонстрировала, что она представляет угрозу для всего цивилизованного мира. И мир на это отреагировал должным образом. И поэтому я считаю, что распад или демонтаж или трансформация этого государственного образования, которого мы знали до военной агрессии в Украину, этой страны не должно быть и ее не будет. Если мы говорим о победе Украины в этой войне, то победа, полная победа может означать, что вот та страна, которая воевала и проиграла в этой войне с украинцем, она не должна существовать больше. И у нас должны быть гарантии того, что они через 5-10 лет снова не пойдут на... Или в Украину не пойдут, или в какую-то другую страну с теми же агрессивными действиями. Поэтому для мира должно быть понятно, что победа означает демонтаж этого российского государственного образования, террористического государственного образования. Будь-які переговори – це анонс наступної війни, я так розумію. Домовлятися з ними неможливо. У вас в історії був приклад Масхадова, який домовлявся. Зрештою, це не завадило росіянам його вбити.
Я думаю, что никаких переговоров с Путиным уже не должно быть, и их не будет, потому что президент Украины еще до того, как Путина объявили на весь мир военным преступником, однозначно заявил о том, что с этим человеком он разговаривать не будет. И это была очень правильная и четкая позиция. А после того, что уже на него объявлен ордер на его арест, и он официально уже Международным уголовным судом объявлен как преступник, подозреваемый в похищении украинских детей, я не думаю, что президент Зеленский или кто-либо осмелится разговаривать с Путиным і вести какие-то політичні переговори. Ви знаєте, як поводять себе міжнародні організації, це показала і чеченська війна, вони завжди занепокоєні, але мало що роблять. Ось цей ордер Путіну, що він дає нам? Це дуже важливо. Мы живем совершенно в другую эпоху. С 17 числа, с момента объявления выдачи ордера на арест Путина, это уже совершенно другая эпоха и другое время. Это впервые, чтобы руководитель ядерной державы был объявлен в розыск и был выдан ордер на его арест. Это говорит о том, что мир сегодня уже другой. Мир изменился. И он изменился благодаря во многом Путину и его действиям эти последние 20 лет на самом деле. Он стал главной причиной того, что мир изменился в лучшую сторону, несмотря на то, что он сам является и военным преступником, и убийцей. Сколько массово, им совершено массовые убийства. Начиная с 1999 года, когда были взорваны дома в Москве, Волгодонске, Буйнакске, за этими взрывами стояла ФСБ, которым руководил именно Путин. Да, в тот момент он уже был премьер-министром и был объявлен преемником, но подготовка к этим взрывам домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске ФСБ провело именно в тот период, когда он руководил этой организацией и был директором. Поэтому за ним тянется кровавый шлейф. Кровавый шлейф. Вот с момента его появления на политической арене каждый день он убивает. Каждый день с момента его появления на политической арене Путин совершает убийства, массовые убийства и совершает теракты. Путин на самом деле он является террористом номер один. Он затмил всех, кого мы знали до этого времени, всех террористов и всех плохих парней, как принято говорить на Западе. Поэтому то, что сегодня мир озвучил это очень большое достижение. И я считаю, что во многом это будет способствовать тому, что вопросы мира и долгосрочного мира в Украине будут рассматриваться сквозь эту призму. Призму того, что Путин военный преступник, Путин обвиняется в военных преступлениях, и подход международного сообщества к украинской проблеме будет исходить именно из этой позиции, что здесь совершены военные преступления. Поэтому это очень многое значит и для украинцев, и для чеченцев, потому что Путин, он стоит за массовыми убийствами в Чечне, он стоит за геноцидом Чеченской Республики, 300 с лишним тысячи убитых только гражданского населения, 42 тысячи из них дети. И поэтому я думаю, что мир и мы должны добиваться того, чтобы он предстал перед судом. И это реально на сегодня. Серія вибухів житлових будинків на Росії. Москва, Буйнакс, Волгодонськ. Стара пісня про тероризм, де дуже багато помилок від російських спецслужб, які на кожному кроці себе видавали. Наприклад, голова Госдуми Селезньов 13 вересня сказав, що підірвали будинок у Волгодонську. Хоча насправді це сталося аж 16 вересня. Потім почали вигадувати, що, мовляв, він мав на увазі якийсь там інший вибух. Помните, Геннадий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. Або провал ФСБ під назвою «Рязанський цукор», коли місцеві мешканці побачили підозрілих осіб, які заносили у підвал мішки із незрозумілою речовиною. Викликали поліцію, яка знайшла вибухівку – гексоген. Вона візуально нагадує цукор. Терористів упіймали, а через кілька днів виявилося, що це співробітники ФСБ.
прокол був катастрофічний, і не скласти 2+2 міг лише хтось дуже тупий. На Росії таких знайшлося більш ніж достатньо. У Рязань поїхав директор ФСБ Патрушев і сказав, це все розіграш, і це ніякий не прокол, а просто учення. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Багатьох, хто звинувачував Путіна публічно, вбили або вони якимось чином загадково помирали. Колишній офіцер ФСБ Литвиненко написав цілу книгу про злочини Путіна і спецслужб, отруєний радіоактивним полонієм. Генерал-лейтенант окупаційних військ Росії Олександр Лєбідь несподівано розбився на гелікоптері. Анна Політковська, опозиційна журналістка, застрелена 2006 року у день народження Путіна. Наши спецслужбы, но руками чеченцев. Нужен был взрыв соответствующих настроений в обществе, нужно было начать войну, нужно было так ее обосновать, чтобы у общества не было вопросов никаких, и чтобы взбунтовать эмоции таким образом, чтобы они победили у людей. Намечались выборы. Из Путина надо было сделать высокорейтинговое существо, которое может из ничего стать хозяином Кремля. В российской терминологии царем. Другого способа, как война, и желательно кровавая, но нет, не было. Решта або мовчали, або навіть виправдовували спецслужби. Наприклад, Латиніна, яку дуже часто люблять записувати і з нею спілкуватися різноманітні керівники Офісу президента, тягнути її в Україну. Вона ФСБ виправдовувала, сказала, що це якась ідіотська версія, що так думають лише маргінали, і версія фактично утопічна. І вона ж таки, Латиніна, фактично виправдала те, що Путін вдруге пішов на Чечню. Або хороший русський кац, який часто потрапляє, напевно, що вам досі в Ютубі, і просовує досі свої імперські наративи. Сегодня разоблачим миф о том, что ФСБ взрывала дома в Росії. Ви згадали про вибухи будинків. Там був фоторобот одного із терористів, який дуже схожий на Гіркіна. Він до цього якийсь стосунок має, чи це просто схожа людина? Ну, мне сложно сказать об этом, потому что там очень много было версий, разных версий. И нам не надо искать ни Гиркина, ни Миркина. Есть главный террорист, это Путин. И это однозначно доказанный факт, и поэтому это уже в ходе следствия будут устанавливать, кто еще был причастен к этим преступлениям. Но сам факт, главный террорист и главный заказчик вот этого преступления, которое было совершено, он известен. Это Владимир Владимирович Путин. И поэтому нам не надо больше кого-либо искать для того, чтобы привлечь к ответственности. 18 жовтня Верховна Рада України в 2022 році ухвалила постанову про те, що Ічкерія тимчасово окупована. Як це розв'язує руки для вас? Ви, так розумію, на території України тепер можете зібрати свою армію і вже боротися зі зброєю в руках. Що це для вас змінює? Як правила гри міняються? Это огромное событие в истории чеченского народа. Это, можно сказать, это эпохальное событие, потому что впервые территория Чеченской республики Ичкерия официально признана оккупированной. Да, как независимую страну нас признавали. И сама Россия признала в 1997 году, когда подписала мирный договор с Чечней. Но вот то, что все эти последние 20 с лишним лет снова Россия оккупировала нашу страну, и оно является под оккупацией, это было сказано Верховной Радой и принято постановление. И с этого момента времени, конечно, очень многое изменилось. И на ментальном уровне. Это очень сильный толчок и импульс для возрождения национально-освободительного движения не только в Чечне. В Чечне оно не прекращалось, а на всем Северном Кавказе. И сегодня наши бойцы находятся здесь. Наш министр обороны находится в Украине. Министерство обороны Чеченской республики Ичкерия практически здесь восстанавливает вооруженные силы ЧРИ в структурах, украинских структурах. Так, есть иностранный легион, наши бойцы входят в этот легион, и мы благодаря этому обстоятельству, в принципе, сумели восстановить наши вооруженные силы и Министерство обороны. Мир нас предал. Нас зачислили в разряд внутреннего дела Российской Федерации, и все эти народы, и колониально зависимые народы от России наблюдали за этим процессом и как бы не решались заявлять о своей
о своем суверенитете, о свободе и независимости. Но вот то, что Рада приняла, и сегодня мир практически признает право за чеченцами на свою государственность, оно во многом подталкивает эти народы и на национальное освободительное движение. Друзі, не забувайте, що війна триває, ще дуже далеко до завершення, і ваша допомога важлива як ніколи. Наші друзі із Favbet Foundation теж допомагають. Вони вже передали 70 автомобілів на фронт, різноманітні дрони і будуть продовжувати це робити до самого кінця, до самої перемоги. А ще вболівайте за український спорт разом із Favbet. Особисто мені цікаво, чи зможе збірна України поборотися за друге місце у кваліфікації до Євро. Перший матч з Англією, на жаль, був без шансів. Шукайте закріплений коментар під цим відео, там на вас чекатиме вітальний бонус. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. У вас теж був геноцид, світ на це закрив очі. Я так розумію, вони боялися повстань інших невеликих народів, думали, що будуть якісь неконтрольовані процеси? Да, мир нас предал именно потому, что они думали, что Россия на этом успокоится. 17 тысяч квадратных километров, 1,5 миллиона людей, населения. И, естественно, оно не шло ни в какое сравнение с интересом остального мира по отношению к России. Это огромный интерес политический, военный, во всех отношениях. И поэтому они были уверены в том, что Россия на этом успокоится. И Россия их убеждала о том, что если сегодня дать свободу и независимость Чечне, что это сработает как принцип домино, что Россия такая великая, огромная страна, где сосредоточено очень много ядерного и другого оружия массового уничтожения, что оно развалится и оно создаст огромную проблему для всего человечества. И это столкнуло тех, закрыть глаза на чеченскую трагедию. Но сегодня что произошло? Произошло то, что именно Россия сегодня является, имея в наличии и ядерное, и другое оружие массового уничтожения, именно Россия является угрозой. Сегодняшняя Россия является угрозой для всего цивилизованного мира. И поэтому и мир пересмотрел свое отношение. И Украина, естественно, как жертва этой агрессии, заново посмотрела на все события, которые происходили на Кавказе. Украина тоже была уверена в том, что в Чечне Россия имеет дело с террористами и с нацистами, как нас тогда называли. Но когда украинцев самих назвали нацистами, и Путин решил денацифицировать и демилитаризировать Украину, вот тогда было понятно, каким образом эти ярлыки вешаются на свою жертву России и российскими кремлевскими сидельцами. И поэтому Украина сегодня действительно является лидером свободного мира, и они первыми заявили о том, что народы Северного Кавказа и другие колониально зависимые народы от России, они имеют право на свободу, независимость и на свой суверенитет. И это очень многого стоит. Що не вистачає, щоб відкрити другий фронт? Фронт, який би дав би легше дихати в Україні, і, в принципі, для вас такий хороший час, тому що Росія зайнята нами. А мы тоже заняты Россией именно здесь. Сегодня рассчитывать на то, что где-то начнутся открытые боевые действия и боевые столкновения, на это, мне кажется, не надо рассчитывать. Нужно сегодня здесь сломать хребет России и российскому агрессору, что здесь и происходит. Я всегда говорю и народам, и представителям кавказских народов, и чеченцам, которые сегодня приехали сюда и находятся в рядах ВСУ и в других в других военизированных структурах Украины и отражают российскую агрессию. Они здесь выполняют свой долг. А Чечня сегодня на территории Чечни сосредоточено более 100 с лишним тысяч российских войск. Вокруг и в самой Чечне 150 тысяч. Это, считайте, это и есть второй фронт, когда Чечня и народы Кавказа отвлекают такой ресурс от применения, от использования их здесь, в украинском фронте и здесь в войне. Поэтому там идет своего рода борьба с российскими агрессорами. Здесь мы открыто и вместе с украинцами находимся и отражаем российскую агрессию. А сам час X, он наступит, когда всколыхнется и Кавказ, и вся Россия. Но это будет связано именно с военным поражением России в Украине. И вот этого мы должны добиться именно здесь, на полях сражения.
Ви лідер у вигнанні – це така посада дуже непроста, посада небезпечна. Попередніх лідерів Чечні всіх Росія знищила. Наскільки вам небезпечно навіть ходити по вулиці, тому що ми не бачили ні в кого скільки охорони, як у вас? Наскільки взагалі замахів на вас було? Тому що Кадиров, він же відверто каже, щоб вас вбити. Ну, это длится уже очень давно, поэтому, знаете, этим угрозам, в принципе, к ним нельзя привыкнуть. Есть опасность, есть угроза, это уже как данность. Но с этим можно жить, и с этим можно продолжать борьбу и бороться, что я и делаю. И поэтому, да, безусловно, никто, не только я, ни один человек, который сегодня критикует власть, российскую власть, Путина и чеченского ставленника, этого коллаборанта, никто не застрахован, и ни для кого нет гарантии безопасности, пока они существуют. Но это не означает, что мы должны остановиться, спрятаться и уйти куда-то в подполье, чтобы нас не было видно и слышно. Мы должны продолжать бороться, и только разрушив их систему, которую они создали, именно на основе ненавистнической политики, можно считать, что мы будем гарантированы и будет безопасность. И поэтому мы должны продолжать бороться, что мы и делаем. Росіяни вбили 5 лідерів Чечні, далеко не усіх на війні. У 2004 році в Катарі підірвали авто з екс-президентом Ічкерії Зелімханом Яндарбієвим. Ахмед Закаєв звинуватив спецслужби Москви і навіть отримав відповідь від служби зовнішньої розвідки Росії. З 1959 року, коли Богдан Сташинський ліквідував у Німеччині Степана Бандеру, ні служба зовнішньої розвідки, ні перше головне управління КДБ СРСР у подібних акціях участі не беруть. Ви за освітою хореограф, були так само актором. Володимир Зеленський комік і теж актор. Я так розумію, що в сучасному світі ці вміння дуже важливі, тому що треба не лише приймати правильні рішення, а правильно це подати. Якби до світу на місці Зеленського звертався якийсь такий беземоційний президент, який погано говорить, його б розуміли б набагато гірше. Я считаю, на самом деле, Украине с президентом повезло. Это мое глубокое убеждение, потому что то, как он себя повел именно в самой экстремальной ситуации, а более экстремальной ситуации, чем война и агрессия со стороны России, быть не могло. И поэтому я очень горд за Зеленского, и не только как за политика и политического деятеля, но еще как за человека моей профессии, моей специальности. Человек, он актер, человек, который имел самую мирную профессию в своей жизни. Точно так же, знаете, я не служил даже в советской армии. И профессия у меня тоже была такая же, самая из мирных профессий. Актер, хореограф и дальше уже я был министром культуры. Ну, когда началась война, мне пришлось уже взять на себя и другие обязательства для отражения российской агрессии. И сегодня случилось так, что я являюсь носителем идеи независимости, потому что очень много достойных людей, 5 наших президентов погибли в этой войне, 5 наших президентов. Это нету ни одной другой страны, где за свободу и независимость своей жизни отдали все президенты, которые возглавляли национальное освободительное движение. И для меня это честь сегодня позиционировать себя именно с ними. И для меня большая честь сегодня возглавлять это и являться носителем национальной идеи. И я уверен в том, что и президент Зеленский, он войдет в историю не только как актер, но он войдет в историю как один из величайших государственных деятелей, который сломал хребет российскому империализму. И я думаю, что это дорогого стоит. Зараз ви лідер вільної Ічкерії політично, але в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що ви не хочете в майбутньому бути президентом. А чому так? Я уверен в том, что у нас очень много теперь выросло достойных молодых людей, люди, которые будут ценить то, что им досталось. Может быть, в наше время мы не до конца, чеченцы моего поколения, не до конца поняли, когда Джохар Дудаев, во главе с Джохаром Дудаевым, мы восстановили свою государственность. И русским удалось разобщить, расколоть наше общество, чеченцев, расколоть нас на несколько течений, движений, на религиозной основе, на политической основе. И
В результате этого они совершили агрессию. Первую войну мы выдержали, но во вторую войну они, в принципе, оккупировали всю нашу страну. А сегодня выросло поколение, которое понимает, что такое независимость, что независимое государство – это не только престиж, но и величайшая ответственность. И они понимают, что происходит в мире и как мир живет. Я уверен в том, что сегодня в Европе и в самой Чечне выросло достойное поколение, которое будет нести это знамя, будет строить свое государство. А мы, если нам удастся, и Всевышний нам позволит довести до конца то, что мы начали, я думаю, что у нас есть кому передать эстафету, чтобы они достойно несли это. Ми багато часу витрачаємо на те, аби звук і картинка на наших відео вам подобалися. Техніка – це те, що інколи ламається, губиться або просто морально старіє. Раніше ми з пересторогою шукали обладнання для зйомок на AliExpress, але зрозуміли, що це справді зручно та безпечно. Кілька кліків ми знайшли заміну нашому поламаному штативу, який не пережив чергову зйомку. А ще тут можна отримати кешбек від кожної покупки. Реєструйся в Letysshop за посиланням під цим відео. Скачай застосунок та активуй гарячий кешбек. Що це таке? Ви отримуєте потрійну вигоду. Замість стандартних 5% глядачі мого каналу отримують до 15% повернення коштів за їхні покупки. Реєструйся в Letysshop, економ на покупках в AliExpress. Уся інформація під цим відео. Перша російсько-чеченська війна наштовхує на думку, що десь ми це вже все бачили. Правило перше. Росія годує з рук так звану опозицію, такі собі бойки-мураєві, які були в Україні. У Чечні це були антидудаєвці. Вони невдало штурмують Грозний, а потім виявляється, що серед полонених більшість росіян, яких завербували спецслужби. Правило друге. Організуй внутрішній конфлікт. У Чечні воно спрацювало набагато гірше, ніж у нас, тому швидше пішли у повномасштабний наступ. Тут уже в дію включається правило третє. Росіяни – це пихаті телепні, які не можуть відрізнити слова «квіти» та «чорний пакет». Хоча б послухайте, як тоді війну бачив один із російських міністрів. 70% чеченцев поддержат ввод войск и будут посыпать российским солдатам дорогу мукой, а остальные 30% отнесутся нейтрально. Росіян так посипали кулями і снарядами, що це стало однією з найбільш ганебних поразок в їхній історії. Потім цей досвід вивчали навіть в Україні. Ви точно бачили це фото, де позаду Залужного кілька цікавих книг. Ось ця згори авторства екс-президента Ічкерії Аслана Масхадова «Честь дорожча за життя». У першій війні у Масхадова була своя тактика – дати військам Росії зайти в глиб країни, знищити частину техніки так, щоб заблокувати нею колону, і потім її розбити. Західна преса писала, що подібна тактика була і в Залужного, що він до останнього не давав американцям реальний план оборони України. У нас реально була схожа тактика, чи ми просто проспали початок повномасштабного вторгнення? Знаете, я на самом деле не согласен с теми критиками, которые говорят, что Украина не была готова. Если бы Украина не была бы готова, Путин провел бы здесь парад, как он и планировал. Путин тоже думал, что Украина не готова. Но мир увидел, и украинский народ увидели, что Украина и вооруженные силы Украины были готовы отразить эту агрессию. Да, они не провоцировали ситуацию, но они были готовы драться. И это доказал и президент Зеленский, которому предложили выехать из Украины, предложили такси, он сказал, мне не автомашина нужна уехать, мне нужно оружие, чтобы защитить свою страну. Если вы не в состоянии защитить нашу страну, дайте это делать нам самим. И они это сделали. И он это сделал. Он стоит во главе этого государства, которые отразили агрессию России и тем самым удивили весь мир. Весь мир был уверен в том, что Украина не выдержит и 3 дня. Но если бы вы не были бы готовы... Кстати, я всегда знал, я был уверен в том, что Украина отстоит свою свободу и независимость. Я был один из последних, наверное, который не верил, что Путин совершит агрессию. Буквально за 2 дня до совершения агрессии в одном из интервью я сказал, что он блефует. Потому что я был уверен, что он не пойдет. Потому что Украина была настолько мотивирована, чтобы драться, и Путин сделал это в течение 8 лет, обзывая, оскорбляя украинцев, называя их нациками, называя их недогосударством. И в конечном итоге, когда он провозгласил так называемую свою спецоперацию, он сказал, что он начинает денацификацию и демилитаризацию.
Это что означало? Денацификация. Украинцы должны были перестать существовать как этнос. Демилитаризация – это означало, что не должно быть украинского государства. И в этой ситуации 40-миллионная нация, что она просто так сложит руки и позволит Путину уничтожить себя, я в это не мог поверить, что Путин мог так предположить, что он мог так думать. И поэтому я считал, что он блефует. Но оказалось, на самом деле он не блефовал, а украинцы показали то, что они в состоянии, что они готовы защищать свою страну и защищать эту страну. І в этом мир убедився. Легендарна фраза Джохара Дудаєва, що Росія помре, коли зійде українське сонце. Я не бачив її, чесно кажучи, в Ютубі, лише читав. Він реально говорив ці слова, і що вони на той час означали? 95-й год я находился вместе с Джохаром вот в комнате, где он давал это интервью. Это он реально сказал. И даже тогда и для меня это было непонятно, что он имеет в виду. Просто мне никак не укладывалось, что Украине и Россия, они когда-либо могут вот на таком, на так, как он сказал, на непримиримых схлестнуться. Просто я это не предполагал. Но дальше уже было понятно. Джохар говорил об этом не потому, что он был ясновидящим, да, или провидцем. Он просто очень хорошо знал эту систему. Он знал, что почему Россия начала войну в Чечне, и что какие действия за этим пойдут у этой страны, у этого российского империализма. И это он имел в виду, когда говорил. И да, сегодня мы стали свидетелями того, что вот солнце Украины взошло, и мир меняется сегодня, и Кавказ освободится. Я абсолютно в этом уверен. Эти слова оказались пророческими. На самом деле это было просто дальновидность, как политика, как человека, который знал систему и мог прогнозировать ситуацию. Нам нужно продолжение войны с Россией. Или мы сгорим вместе с Россией, дотла, но вместе с нами сгорит и Россия. Или ми вместе будемо виходити із цього положення, яке нав'язала Росія. Українці дивляться зараз інтерв'ю Джохара Дудаєва з захопленням, з відкритим ротом. Розумієш, скільки всього збулося, того, що він говорив. Ви його дуже добре знали. Бачили, як він поводить себе в переговорах, на війні. Яка він був людина, які історії вам найбільше запам'ятались? Знаете, он сам очень хорошо о себе сказал. Он сказал: я являюсь жертвой. Моя роль и моя миссия прорвать и сделать так, чтобы чеченцы не боялись, и чеченцы восстали и дрались за свою свободу и независимость. Он абсолютно был готов к тому, что у него нет как бы будущего. Он сознательно пошел на самопожертвование во имя свободы, во имя независимости чеченского народа и чеченского государства. Я первый день, когда с ним познакомился, это был 90-й год, когда он приехал впервые в Чечню, получил звание генерала. Он был первый чеченец. И в этот же вечер мы с ним встретились и познакомились, когда нас пригласили к нему домой. Меня пригласили. Я тогда был председателем Союза театральных деятелей. Джохар увлекался искусством, культурой. Он очень хорошо был просвещен и в историю, и разбирался в искусстве. И он очень внимательно, оказывается, следил за теми процессами, которые шли в республике. И первое, когда он приехал в республику, он захотел встретиться с представителями культуры. И я, вместе со мной были и другие актеры, и именитые певцы, и мы в этот вечер встретились с Джохаром. И когда он начал нам рассказывать о том, как он служил, мы узнали, что он был одним из самых молодых полковников, которому не давали звание генерала, именно из-за его этнического происхождения, именно из-за того, что он чеченец. И когда он мне начал рассказывать о том, как все, не мне, а всем, кто был там, он начал рассказывать, как все это прожил. Он начал вспоминать историю. Я от него даже больше узнал про нашу собственную историю в тот период. О том, подробности о Хайбахе я впервые услышал от Джохара Дудаева. Потому что, оказывается, одни из его родственников были там и были сожжены. А его грудным ребенком он был депортирован. И все эти годы, все это время он обо всем помнил. Хайбах – ще одна кривава пляма в історії Російської імперії. 1944 рік. Радянська влада депортує корінне населення – нохчі. Саме так правильно називати чеченців. Хайбах – це невелике селище в гірських районах. У радянських воєнних злочинців був наказ
виселити усіх. Але бракувало часу і не вистачало транспорту. Літнім людям, дітям і хворим, які не могли самостійно покинути гірські райони, запропонували піти у конюшню, аби не змерзнути. Потім зачинили двері і спалили людей заживо. За попередніми оцінками, там перебувало орієнтовно 600-700 осіб. Російська влада стабільно займалася геноцидом власного народу та інших народів, які проживали на території колишнього Радянського Союзу. Але вони постійно боялися так званого націоналізму, українського особливо. Звісно, вони постійно говорили про страшну волинську трагедію. Так, це питання дуже суперечливе, і тут потрібно говорити прямо, як все воно є. Але у 2013 році був дуже цікавий епізод. Депутати Української Верховної Ради звернулися до Сейму Польщі, аби ті визнали, що українці вчинили геноцид. Навіть поляки розгубилися, тому що в світовій історії подібного не було. Фактично, українці самі попросили визнати їх злочинцями. Зараз уже відкрито є список ось цих депутатів, я б назвав би просто його список під'їбців, які за російські гроші робили усе, аби посварити Україну, Польщу і знову ж таки вкотре назвати українців нацистами. Вадим Колесніченко – колишній український політик, колаборант, який допомагав анексувати Крим, а потім став членом російської політичної партії «Родіна». Володимир Сальдо. Краще покажу відео. Ти чмошник. Понял? Подождите, человек может на кресте? На кресте? Колаборант, який став головою окупаційної адміністрації Херсона. Ще в списку Олег Царьов, Нестор Шуфрич, у якого досі все добре, або герой України В'ячеслав Богуслаєв, якого нещодавно звинуватили у державній зраді. Ось ці покидьки на користь Росії підтримували наративи про те, що українці – страшні бандерівці, нацисти. І фактично вони робили це за ваші гроші, за ваші податки і якби лише тільки податки. Напишіть, будь ласка, у коментарі, чому досі в нашій політиці залишаються проросійські. Незрозуміло хто, тому що це не політики, якісь організми, які розвалювали нашу країну роками зсередини. Чому їм досі нічого не роблять? Дело в том, что он очень много времени провел в Прибалтике. Если вы молодые, вот те, кто помнит Советский Союз и кто жил в Советском Союзе, они понимали, что Литва, Литвения, Эстония, она была за границей все равно, хотя они были, они на ментальном уровне никогда не смирились с тем, что они оккупированы и что они находятся под советской. Они продолжали и мыслить, и чувствовать, и у них настрой был. И Джохар именно последние годы провел там. И вот в нем чувствовалось вот это абсолютное невосприятие существующей системы. И вот в нем закладывался этот фундамент борца за свободу и независимость. И, конечно, когда Эстония, Литва, Литвения, когда они стали на путь независимости, первое, что для него было важным, это возглавить. Вернее, его пригласили. Он не сам появился. Даже наши неформалы, которые провели съезд и приняли декларацию о государственном суверенитете, он был в качестве гостя на этом съезде. Потом его включили исполком, и дальше уже все пошло так, что он вынужден был взять на себя ответственность лидера нации и двигаться именно за свободу, независимость и построение чеченского государства. Ви сказали дуже правильну річ таку, що Росія постійно вішає ярлики. Якщо слухати їх, то ви терорист, я нацист. Але насправді, чому світ цьому вірив? Тому що я згадую навіть там себе 15 років тому, оці всі фільми російські були по українському телебаченню, що бородаті, страшні чечени, терористи, росіяни, ці молоді, юні солдати, які героїчно борються за свою країну. Ну реально світ в це ж вірив. Як відійти від цього образу терориста? Це ж дуже важко. Дело в том, что Россия всегда привыкла, вот история сложилась так, что она привязывала свои проблемы с международными проблемами. Просто как аналог, пример. Вот в 1944 году это не только Путин или Сталин, это всегда было вот с момента становления России как империи. В царской империи они говорили, что война на Кавказе, Кавказская война, которая длилась более 50 лет, они оправдывали тем, что вот чеченцы и кавказцы, а в частности чеченцы, вносят смуту. Вот, они своим свободолюбием носят смуту. А для других стран, Франции, Англии, которые тоже имели свои колонии,
Для них это было понятно, когда появлялся лидер, национальный лидер за свободу и независимость. И, естественно, они представляли проблему для этой державы, которую колонизировали. И это было понятно тогда. Потом, 1944 год, депортация чеченцев и ингушей. Тогда мир столкнулся с нацизмом. И Сталин обвинил чеченцев, что они сотрудничали с нацистами. И поэтому он их депортировал. А что факт, чеченцы ни один день не находились под немецкой оккупацией, это как бы никто внимания не брал. И точно так же, когда уже после распада СССР появились проблемы с исламскими террористами, с международными террористами, ну вот очень удобный ярлык оказался для мусульман-чеченцев, которые тоже начали вести борьбу за свою независимость. И на нас навесили вот этот ярлык. И точно так же Путин попытался это использовать с украинцами, назвав вас нацистами и фашистами, да? Но сегодня, мне кажется, уже мир абсолютно точно уже избавился, объявив ордер на арест Путина, главного международного террориста, который обвиняется и подозревается в похищении детей. Я думаю, что с этого времени уже вот эта ситуация полностью изменилась. Росія вішала ярлики, плюс робила картинку. Були ось ці вибухи будинки, про які ми згадували. Був ще теракт школа в Беслані. Що це взагалі було? Тому що Шаміль Басаєв на себе взяв відповідальність. Серед вбитих терористів там були чеченці, і причому у них були сліди тортур на тілі. От дуже багато щось не сходиться. В українських ЗМІ була різна інформація. Російські взагалі там можна було не читати. От як ви для себе це визначаєте? Я просто вкратце скажу, все эти три самых страшных теракта, которые имели резонанс, очень сильный резонанс, это взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. Абсолютно доказанный факт, что за этими взрывами стояла ФСБ. Норд-Ост, 26 октября 2002 год. Абсолютно доказанный факт, что это была спецоперация ФСБ и России. Беслан. Просто сами солдатские, сами матери, бесланские матери, они через Гаагский суд, через Страсбургский суд доказали, что за этими терактами стояла Россия. И почему? Вот каждый раз, когда происходил страшный теракт, происходили политические реформы в самой России. 99-й год. К власти пришел человек, абсолютно до этого времени никому не известный, выходец из КГБ. Путин стал президентом после взрыва домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. 2002 год, когда произошел этот теракт, полностью была подавлена так называемая свободная журналистика в России. Они объявили, что с этого момента цензура, она стала быть оправдана. И с этого момента сами журналисты, помимо государства, они начали самоцензурой заниматься, чтобы оставаться на плаву. 2004 год. Бесланская трагедия. Что произошло? Вот тогда Путин и завершил окончательно установление вертикали власти. Он отменил региональные выборы. Вот теперь скажите, взрывы домов в Москве, Норд-Ост, вот какое отношение они имели вот к тем фундаментальным изменениям, которые провел Путин? 1999 взрывы домов в Москве и Волгодонске, Путин стал президентом. И он заявил о том, что он будет мочить всех чеченцев, кавказцев в сортире. 2002 год совершен теракт в Норд-Осте. Однако Путин заявил о том, что с этого момента берется все средства массовой информации будут заниматься под государственным контролем. 2004 год. Бесланская трагедия. Причем тут выборы в Дальнем Востоке или в каких-то региональных выборах. То есть все эти теракты предшествовали тому, чтобы Путин произвел вот все эти реформы, которые он привел. Поэтому у меня, если по каждому случаю, я в своей книге, в принципе, это расписал, вышла вторая книга сейчас, что и как это было. И поэтому по отдельности можно говорить, а в общем я абсолютно уверен в том, что, вернее, у нас есть доказательная база, что за этими терактами стояли российские спецслужбы.
Якщо говорити про першу чеченську війну, в якій ви виграли, ви подавали, по факту, документ на отримання репарацій. 170 мільярдів доларів. 169 миллиардов долларов, да. 169. Скільки виплатили з них? Нисколько, вообще нисколько. Потому что с этого момента, если вы помните такую встречу, которая была в Кремле у Масхадова с Ельциным, это была последняя, вторая и последняя встреча, когда Ельцин говорил, куда ушли деньги. Масхадов говорит, не получил, а мне сказали, отправили, и куда они пошли, эти деньги. Ни одного рубля мы не получили с этой репарации, но это не значит, что мы их не получим. Вот сегодня уже, когда речь идет о том, что вот эта страна трансформируется в какое-то другое государственное образование, это не означает, что они освобождаются от тех обязательств, которые они взяли на себя. Потому что Путин сделал так, что из России сегодня вывезено несколько триллионов долларов. И я думаю, что у нас будет достаточно оснований, чтобы и Украина, и чеченцы возместили ущерб, нанесенный в результате этих войн. В одному інтерв'ю ви сказали, що Путін щодня платить Кадирову 1 мільярд рублів. Звідки у вас така сума взялась? Это официальная сумма. В бюджет Кадырова 360 с чем-то миллиардов. Если это перевести в день, это получается, за один день Путин платит Кадырову 1 миллиард рублей. Это куда же ці гроші йдуть? Это официальная информация, я это не выдумал. Взагалі, для чого їм була Чечня? От ви розумієте, навіть історично. Завжди кажуть, дотаційний регіон, в який там Росія нібито вкладає кошти. Нет, для чого? Абсолютно. Я вам поэтому говорю, когда Джохар говорил, мы возвращаемся к 95-му году, что он не остановится, эта Чечня нужна была для того, чтобы завоевать снова Украину. Просто нужно было начинать оттуда, самого слабого, самого менее защищенная страна, это была Чечня. И тогда мир на это закрыл глаза. И дальше он двигался вперед. И это нужна была, чтобы захватить Украину. И именно 94 год подписания меморандума 5 декабря был подписан меморандум о том, что Украина отказывается от ядерного оружия. 11 декабря 1994 году Ельцин подписал указ о вводе войск на территорию Чечни. Так что это было все взаимосвязано. Наша война, первая война, и то, что мы пострадали, если бы мы сумели бы тогда остановить Россию в Чечне, то не было бы этой трагедии сегодня в Украине. Друга війна була вже неуспішна. Які висновки ви зробили, що тоді пішло не так, аби зараз Україна теж розуміла, як не треба робити, що не можна з Росією домовлятися і так далі? Нет, в принципе, мы были обречены в период второй войны, мы были обречены на то, что мы будем оккупировать, потому что мир полностью, окончательно от нас отвернулся. И наш потенциал, и наш ресурс мы выдержали даже по официальным заявкам России, 10 лет мы выдержали. 10 лет мы продолжали это по их заявкам. А по нашим заявкам, а по нашей информации и по реальности, последние бойцы сопротивления были убиты в 2021 году. Вы представьте себе, сколько лет мы противостояли один на один с этим монстром. И поэтому сегодня Украина очень хорошо понимает, с кем они имеют дело. И я думаю, что если вначале у меня были какие-то опасения, что Украина может допустить ошибки, это были связаны с тем, что вот 15-й год, когда было заключено Минское соглашение, и когда Путин уже, когда понял, что он проиграл войну, он начал добиваться перемирия, я боялся, что Украина может пойти на это. Вот этот момент уже прошел, и не думаю, что дальше будут какие-то серьезные ошибки. И поэтому сегодня уже, скажем так, мы были обречены тогда на поражение. Разница в войнах. Вы просто обречены на победу. Украина обречена на победу. И поэтому вот расхождения. А в остальном были очень одинаковые методы, которые Россия использовала против нас, приемы, принципы. Все было одинаково, но вот только вот эти два. Мы были обречены на поражение, а Украина обречена на победу, іншаллах. Нам дуже цікаво, що буде після перемоги. Після Першої чеченської війни, в якій ви перемогли,
Була така криза, боротьба за владу, бандитизм. Чому так сталося? Чому от не могли домовитись вже між собою? Тому що в українців теж кажуть, коли є зовнішній ворог, ми об'єднуємося, все добре. Коли його немає, починаються внутрішні якісь сварки. Нет, дело в том, что вот мы возьмем сейчас конкретно за чеченскую тему, послевоенный период. Дело в том, что это просто война была приостановлена, и она перешла в другую форму. Форма из спецслужбы, работа спецслужб. Если мы в открытой войне сумели противостоять России, то вот противостоять против российских спецслужб и их провокаций, этому мы оказались не готовы. Вот разрушенная страна. Вся инфраструктура была разрушена. Более 300 тысяч людей остались без крыши над головой. Мы остались один на один с этой разрухой, в этой разрухе. Россия не выплачивала вообще никакие компенсации, те, что даже они взяли обязательство на себя выплатить. Они запретили помощь чтобы другие страны нам помогли. Потому что, вот пример, когда Примакову после подписания договора о мире, Примаков, тогда министр иностранных дел, ему задали вопрос, а что будет, если по аналогии России еще какая-то страна установит дипломатические отношения с Чечней? Он открыто ответил на брифинге, что с той страной, которая установит дипломатические отношения с Чечней, они прервут дипломатические отношения. И, конечно, было несложно догадаться, что ни одна страна не пойдет на разрыв с дипломатических отношений с Россией с тем, чтобы установить с нами дипломатические отношения. То есть мы были изолированы от всего мира после вот этой разрушительной войны. Вот разница в чем? Да, мы не были готовы к тому. Сегодня вы готовы к тому, что мир за вами сегодня стоит. И вы не будете один, и вы не останетесь один на один после этой разрушительной войны, что уже сегодня закладываются программы по помощи, по поддержке, по возмещению ущерба. Поэтому я думаю, что вы как бы защищены от этого. А вот мы этому были подвержены, потому что отсутствие какой-либо поддержки со стороны, разрушительная война, и было понятно, что в этой ситуации можно найти людей, которые... И 300 тысяч – это вооруженных людей, это не просто люди, которые остались без крови, это люди, у которых на руках имелось оружие, и у них не было средств существования. И они пытались таким образом, и им подсовывали один за другим материалы, где их легко можно заработать. Похищение там, это воровство, это. И, естественно, религиозный раскол, который произошел. В этом отношении они превзошли всех и вся. Потому что именно оно являлось основным поводом и причиной раскола в чеченском обществе. Ми зараз бачимо, що таке, на жаль, геноцид в Україні. Про Чечню теж є достатньо інформації, тоді світ закривав на це очі. Що тоді робили росіяни? Тому що мені розповіли взагалі там моторошні випадки, коли росіяни викрадали людей, вбивали їх і вимагали викуп за, по факту, тіла в родичів. Ось так заробляли, такі бізнеси у них були. Именно зарождение похищения людей началось с похищения трупов. Просто они забирали трупы и требовали за эти трупы выкуп. Потому что в чеченских традициях обычай это очень важно, чтобы человек был похоронен. И они знают, это еще с Кавказской войны шло, просто они еще тогда это заложили. И вот они в современную войну привнесли это. И именно поэтому впервые началось вот это захват пленных, выдача, обмен за убитых чеченцев. Они требовали выкупа или требовали выдачи военнопленных. И вот с этого момента оно было заложено. И они очень серьезно использовали этот прием для того, чтобы в последующем оно стало как бы большой проблемой для самих чеченцев, которые оказались уже после деоккупации, ну, мирное и немирное время. Геноцид українців не мав би нас особливо дивувати, тому що насправді точно те ж саме все було у Чечні. Навіть якщо порівняти сучасні фото із тими, що було раніше, почерк абсолютно однаковий. І це ми ще не знаємо про багато злочинів Росії. Наприклад, фільтраційні табори. Найвідомішим у Чечні був табір смерті Чернокозово. Офіційно працівники, а по факту кати, були в масках, щоб їх нелюдські злочини лишилися безкарними. Там убивали, гвалтували, пускали газ, били струмом. І це я озвучив те, що Ютуб ще пропустить і не буде
цензурувати. Наприклад, чеченка Зура Ботієва, колишня ув'язнена, подала позов стосовно незаконного утримання та нелюдських умов. У 2003-му її та родину вбили російські спецпризначенці в масках, яких так і не знайшли. Було багато людей в Чечні, які були не згодні, зрозуміло, що з новою такою політикою, з окупацією. Були фільтраційні табори, які зараз так само є в Україні. Як вони працювали? Тому що я почитав буквально про один, Чернокозову, що там навіть працівники ходять в масках, аби їх не впізнали, просто знущаються з людей. От що робили з тими чеченцями, які були проти оккупации, в які табори вони потрапляли і чи вони звідти виходили взагалі? Самое знаменитое это было Чернокозово, так называемый фильтрационный пункт. Но их было сотни. Вот где стояли подразделения России на территории Чечни, у них везде были фильтрационные. Ну, а если в городах это были какие-то помещения, а на местах, где дислоцировались военные, они выкапывали ямы экскаватором и бросали людей туда, в эту яму, и там их держали. И поэтому это реально были фильтрационные пункты. Практически или продажа, родственникам продавали. Если у родственников не оказывалось возможности их выкупить, они их уничтожали и органы продавали. Специальные лаборатории были на территории Чечни, которые забирали, вывозили органы, человеческие органы. Это доказанный факт. У нас есть материалы по этим вопросам, по этим делам, и очень много. Мы эти все материалы передали еще в 2017 году. Мы передали в Гаагский международный уголовный суд, который, кстати, до сих пор не были рассмотрены. Но мы знаем, почему не были рассмотрены. Но уже с этого времени мы уверены в том, что мы пытаемся делать так, чтобы вот эти дела рассматривались уже вместе с украинскими делами. И особенно, если когда будет учрежден международный трибунал по этим преступлениям, конечно, мы обязательно должны будем представить эти материалы и в этот международный трибунал. И на это у нас очень большая надежда. Так что то, что они сделали здесь, в Буче и в других регионах, в других городах, это один к одному вот аналоги Самашки, Алды, расстрел живого коридора, гуманитарного коридора, который они представили и потом разбомбили его. Все эти моменты, они у нас материалы у нас собраны, к большому сожалению, в отличие от вас, у нас нет возможности приобщать это, приглашать независимые комиссии для проведения независимых расследований, чтобы они легли в основу. Мы самостоятельно эти материалы собрали. Но в дальнейшем, сейчас у нас появился реальный шанс, что мы можем приобщить эти дела уже к тем обвинениям, которые уже выдвигает Украина. Зрозуміло, що ми всі шукаємо справедливості, і ми, і ви хочемо покарати Росію. Я прочитав статтю про Другу Чеченську війну, і там, що мене найбільше здивувало, польові командири. Серед них пишуть, що вижили тільки ви. Серед сторони росіян досі є багато живих, хтось помер своєю смертю, але їх не покарали. Чому? До них так важко було дістатися? Деякі, до речі, з них навіть в Україні зараз воюють. У нас такої можливості не було, тому що для того, щоб привлечь к ответственности военных преступников, для этого должно быть государство. И это государство должно быть признано, и должны работать соответствующие структуры с тем, чтобы привлечь их к ответственности. Именно почему русские и добивались того, чтобы мы не были признаны, и чтобы ликвидировать нас и даже нашу правовую основу. А относительно живых, есть живые, те, которые воевали в первую, просто из этих громких, может быть, имен, может быть, только я и несколько человек, которые остались живы. А российские все генералы, Чечня являлась такой кузницей, не только сейчас. Чечня являлась кузницей по изготовлению этих генералов, российских генералов. Они все, как росли военные карьеры, делали в Чечне, потому что они... Именно война, Кавказская война, все эти генералы получили повышение и зарабатывали и политические дивиденды, и рост военной карьеры, он происходил на войне с кавказцами и на Кавказе, в частности, в Чечне. Поэтому те генералы, которые сегодня воюют, они становились генералами, героями у нас в Чечне. И они свои звания, первые воинские звания и награды именно получили в Чечне. Поэтому они их и сюда направили. И они знали, что они уже
почувствовали кровь, они уже знали, как и что это за война, и какую войну ведут. И именно вот их жестокость с первых дней, она была выработана уже в Чечне и на чеченцах, и поэтому они себя так и вели. Часто українці ставлять таке запитання. От після 18 жовтня, коли прийняли цю ухвалу, визнали територію тимчасово окуповану, чому в Чечні немає протестів? Дело в том, что ситуация в Чечне сейчас, да, и не только сейчас, вот эти последние 15 лет, если в России или в других регионах, российских регионах, за инакомыслие, за какие-то высказывания, за протестные акции преследуют, сажают в тюрьму, штрафуют или выдворяют, то в Чечне эти люди просто убивают, они исчезают. И вот настолько вот этот страх перед этой системой, карающей системой, давлеет над чеченцами, поэтому они как бы сегодня... Наступает в истории чеченцев, всегда наступает момент, когда срабатывает инстинкт самосохранения. И сегодня вот именно в этой ситуации и находится чеченское общество. Сейчас рассчитывать на то, что они могут каким-то образом, пока есть и существует режим Путина и Кадырова, это нереально. Но как только пойдет послабление в самой Москве, и изменится формат власти, а он изменится с изменением ситуации в Кремле, формат власти в Чечне изменится за 3 дня. Я абсолютно в этом уверен. И вот тогда уже, конечно, мы будем видеть уже совершенно другую Чечню и другое чеченское общество. Я так розумію, попри все, Кадиров все одно боїться. Я чув інформацію, що він там позабирав людей мисливську зброю, арбалети і так далі. Абсолютно все. Сегодня в Чечне не осталось даже охотничьих ружей. Вообще ничего нету. Не только там. Вы знаете, вот когда они выстраивают охрану, у них забираются из автоматов байки. Просто чтобы солдаты, мы видим, что с оружием стоят, но эти оружия не это самое. Или там патронов нету, или нету байка. Вот до чего и в какой ситуации он сегодня живет, если это можно назвать жизнью. В нього на картинці дуже велика армія, яка його підтримує, яка буде за нього битися, там, воювати. В реальності скільки людей будуть його захищати, якщо буде якийсь реальний переворот, зміна влади в Росії і так далі? Я без преувеличения, я думаю, пару сотен. Это его ближайшее окружение. А те люди, которые он показывает, кадыровцы, там, это все абсолютно от лукавого. Это как только произойдет какой-то перелом. Дело в том, что он этих людей унижает, оскорбляет больше, чем кто-либо и кого-либо. И вот ненависть у этих людей к этому человеку, почему он забирает байки, почему он забирает, когда они появляются рядом с ним, они все обезоруженные на самом деле, кроме его личных каких-то приближенных людей, которые рядом с ним и которые кормятся с его рук. Вот только они. Никакой поддержки и никакого абсолютного сверх какого-то у Кадырова в Чечне нет на самом деле. Друзі, дякую вам за вашу активність. Зараз прошу невеличкої допомоги. Мої знайомі із сил спеціальних операцій, які зараз працюють на Херсонщині, за останній тиждень втратили кілька дронів. І вони просять нашої допомоги у вигляді Mavic 3. Я думаю, що це можна швиденько зробити. Прошу вас звернути увагу на QR-код або на реквізити, які будуть під цим відео. Ви реально можете допомогти, аби хороших росіян ставало все більше і більше. До повномасштабного вторгнення ми розуміли, хто такий Кадиров, там бачили якісь відео. І коли побачили всі його записи інтерв'ю, як він постійно каже, це дон, ну це такий жах. Я просто собі думав, він реально це якийсь такий образ, чи він людина без освіти, що відбувається? Вот все вместе. Вот то, что вы сказали, все вместе. На самом деле назначение Кадырова на эту должность, это была месть Путина всему чеченскому народу. На самом деле. Потому что у него был выбор. Он мог назначить любого из тех чеченцев, коллаборантов, которые находились в Москве. Это Хасбулатов, который взял бы на себя эту должность. Это Хаджиев Суламбек, это Завгаев, который бывший. Вот вся эта партноменклатура, которая в свое время существовала, и которую Россия готовила для себя, они все находились там. Однако вот это была месть за первое поражение в войне русских над чеченцами.
Вот русские проиграли, и он отомстил чеченцам. Есть такая поговорка, да, каждый народ заслуживает своего лидера или руководителя. И поставили над чеченцами вот этого морального урода. На самом деле, я понимаю, к политическим оппонентам нужно иметь какое-то там уважение, это самое, есть какие-то нормы. Но в данном случае я этого субъекта не считаю ни политическим оппонентом, ни политиком. Это моральный урод, который предал все и вся для того, чтобы жить так, как он живет сегодня. Он просто продался за благо, за благосостояние, за то, чтобы иметь власть и возможность издеваться, убивать, унижать, хвастаться своим богатством. Вот просто все извращенные формы, которые существуют вот, международно, извращенно в человеческом образе, да, все это за ним есть. И поэтому, конечно, это для нас является оскорблением каждый день, когда его выставляют в качестве лидера или в качестве руководителя чеченцев. И чеченское общество, они это сами и чувствуют. Именно поэтому я говорю, когда изменится ситуация в Кремле, 3 дня не понадобится для того, чтобы изменить формат власти в Чечне. Угу. Він на відео став вдвічі ширший. Ви сказали в одному з інтерв'ю, що він сильно хворий. Що це за хвороба, ви розумієте? Нет, да, я думаю, что да. Потому что он сидел на этих каких-то энергетических таблетках. Это очень давно, 15 лет. Он ночью не мог спать. Он боялся. Он реально боялся ночью ложиться спать. И для того, чтобы поддерживать себя, они пили какие-то вот эти стимуляторы, я не знаю, как их. И вот, если вы помните, вспомните, прочитаете, если вы где-то найдете 2 часа, 3 часа ночью, он мог появляться где-то на объекте, потому что он не спал. Он ложился спать только тогда, когда уже начиналась жизнь. Там все вставали, люди начинали кто-то чем-то заниматься. Вот тишина и покой, они были ему противопоказаны. Естественно, вот все это уже отразилось на его здоровье. Он сейчас, на самом деле, он болен, да, у него есть проблемы и с почками, и с какими-то еще другими, я не знаю, но он болен. Ічкерія, дочекаємося, стане вільною і незалежною. Є так звані ось кадирівці, які кошмарили там людей, які приїжджали в Україну. Всіх знищити, напевно, що неможливо. Як жити з ними в одній країні, ходити з ними по одній вулиці? Мое отношение к этой проблеме однозначно, независимо от этноса, национальная принадлежность. Люди, которые побывали в Украине со стороны России с оружием в руках, они являются военными преступниками. Кто бы они ни были, чеченцы, ингуши, дагестанцы. И они должны быть привлечены к ответу за то, что они сделали. Но слава Всевышнему, по масштабном отношении их не так много. Ну, мы ведем работу, я знаю, что есть специальные соответствующие структуры, которые, потому что они для нас представляют в будущем большую угрозу, чем так же, как и для украинцев. И поэтому есть соответствующие структуры, которые ведут, отслеживают, составляют списки и заводят материалы, соответствующие на тех, кто участвовал в этой войне. И это является просто нашим долгом для того, чтобы в последующем эти люди предстали перед международным трибуналом. Дай Бог, щоб так воно було. Дякую вам за інтерв'ю. Друзі, якщо вам зайшла ця тема, не забудьте вподобати відео та підписатися на канал. А ще не забувайте про наш Patreon, там набагато більше відеоматеріалів, які ми не можемо усі показати на Ютубі. Так ви підтримуєте наш канал. І, звісно, не тікайте, а краще подивіться наш наступний ролик.